Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 5 декабря, понедельник, и мы с вами попробуем новый формат. Каждый день с понедельника по четверг я буду выходить с вечерним выпуском, будем обсуждать события, которые произошли в течение дня, ну, скорее в течение утра и первой половины дня. И таким образом у нас будет 4 промежуточных выпуска. В среду, в выпуске, который выйдет в среду, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях к выпуску. И в пятницу я буду на них отвечать. Традиционные итоги недели с Сергеем Жирновым у нас остаются в воскресенье. В общем, в этом плане все по-прежнему. Итак, давайте перейдем к сегодняшним событиям. Очень удивила Монголия. Я думаю, многие из вас знают, в Улан-Баторе прошли митинги и произошли стычки. Основная претензия протестующих – это коррупция в высших органах власти в Монголии. В сущности, в причинах митинга в Монголии еще предстоит разобраться. Я думаю, что каждый из вас довольно давно слышал о митингах в Монголии, да? Либо вообще никогда не слышал. Страна, в принципе, спокойная, стабильная, страна с небольшим количеством населения. Улан-Батор – самая холодная столица мира, насколько я помню из географии. Народ там живет довольно суровый, погода, климат такой же суровый, как и народ. Обычно в Монголии, про Монголию мы не слышим, чтобы Монголию тревожили какие-то глобальные события, тем более митинги, тем более попытка свержения власти. Нынешние проблемы в Монголии говорят о том, что не все так спокойно в этом регионе. Я напомню, что Монголия граничит с Россией и Китаем. Данный кризис не был под контролем ни для России, ни для Китая. Ну, Россия слабо контролирует то, что происходит в Монголии. Во времена Советского Союза влияние Советского Союза, вернее, было довольно серьезно на Монголию. На сегодняшний день скорее влияние имеет Китай. Да и то там есть свои противоречия в Монголии с Китаем. Но, опять-таки, очень интересно. Это просто основной пример, что может происходить в достаточно спокойном государстве. Никто не ожидал никаких митингов, никаких протестов, никаких попыток свержения власти. И вот в один прекрасный день проходят многотысячные митинги. Народ резко высказывает свое негодование. Нужен триггер, который обязательно предоставляет власть. Всегда, 100% случаев, власть предоставляет триггер. У меня нет никаких сомнений в том, что российская власть предоставит народу России такие триггеры. Да, пока народ в полусонном, в полусумеречном, я бы даже сказал, состоянии, в полусумеречном сознании, но обязательно проснется. Власть сама разбудит народ громкими пощечинами. Да и не только пощечинами. В общем, стоит с одной стороны нам с вами ожидать веселых и однозначно громких событий, в том числе в попыток свержения власти в России путинского режима. А с другой стороны, путинскому режиму стоило бы задуматься, но никогда они не задумаются, никогда не предпримут мер для того, чтобы не случилось того, что обязательно случится. Они не умеют анализировать, не умеют делать правильные шаги, не умеют признавать себя неправыми. Более того, ими довольно легко манипулировать. Если вы, уважаемые зрители и слушатели, читали наш утренний пост, а я уверен, что вы читали, мы обратили внимание в нашем материале на Крымский мост, а также в докладе также рассказали о докладе президенту России Владимиру Путину по линии Совбеза, в котором говорится, что в скором времени есть разведданные о том, что в скором времени может быть нанесен удар по Крымскому мосту. Оперативно на наш материал это была реакция не на доклад, потому что доклад был секретным.
Мы обнародовали этот материал, мы единственные, кто обнародовал. И Путин довольно оперативно среагировал, появившись на Крымском мосту, вернее, не сам Путин, конечно, появился на Крымском мосту. Здесь стоит сразу оговориться, человек похожий на Владимира Путина. Ну, человек очень похожий на Владимира Путина, скажем так. Конечно, это был двойник, да, подробности у нас в завтрашнем выпуске по этому поводу. И вот таким интересным образом, прокатившись на автомобиле марки Mercedes-Benz, человек, похожий на Владимира Путина, продемонстрировал свою смелость, свою решимость, продемонстрировал незыблемость, видимо, Крымского моста и продемонстрировал видимо, в укор нам, в укор нашей информации, что, мол, ничего не случится. Так ничего не должно было сегодня случиться. Сегодня все, что должно было произойти сегодня, все произошло. А что произошло сегодня? Сегодня произошли довольно интересные события. На российских аэродромах произошли чрезвычайные происшествия. На военных российских аэродромах, на двух как минимум. По крайней мере, из того, что известно в широком кругу лиц. Благодаря как раз телеграм-каналам. Я замечу, что Телеграм становится одним из основных медийных ресурсов, и основную часть свежих новостей, которые появляются буквально онлайн, можно черпать, конечно, в телеграм-каналах. Мы всегда пытаемся адекватно оценивать работу разных мессенджеров и никогда не жалели о том, что сделали ставку на ресурс Telegram. Telegram действительно очень перспективный ресурс. И что уже говорить, когда президенту России Владимиру Путину, когда предоставляют сводку новостей, основные медийные ресурсы, которые представлены в этой сводке, это как раз телеграм-каналы. В том числе и наш скромный канал практически ежедневно фигурирует в сводках для президента России Владимира Путина. Итак, что же произошло на аэродромах? Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по территориям двух, вернее всего один по территории военного аэродрома, а другой, там немножко загадочная история, даже в докладах Путину противоречивые сведения. По одним сведениям, на подъезде к аэродрому был нанесен удар по грузовику, перевозящему топливо, в результате чего произошла детонация, и огонь перекинулся на... разлилось топливо горящее, и огонь перекинулся на другие объекты, которые находились вблизи этого грузовика. Немножко, честно говоря, запутанная история. Даже Путин засомневался в этом. То есть, когда ему предоставили эту информацию, повторная информация, которая ему была предоставлена, имела несколько откорректированный вид. Там говорилось, что был взорван действительно бензовоз, который во время даже заправки одного из самолетов. Якобы это произошло так. Еще раз повторяю, даже президент России Владимир Путин на этот момент записи, по крайней мере, моего ролика, не имел объективной и точной информации, это однозначно. Ну, здесь понятно, причина для Путина пытаются скрыть истинные причины, пытаются завуалировать некоторые вещи для того, чтобы не быть виноватым. Конечно, Путин нет никаких сомнений, виновными в данном происшествии руководство военного блока. И сегодня будет замечательное, я так понимаю, совещание, по результатам которого мы обязательно сделаем, вернее, отобразим результаты которого в завтрашнем нашем материале в телеграм-канале, в нашем основном. Итак, что еще у нас сегодня произошло? Сегодня у нас, ну, кроме Монголии и кроме взрывов, был еще ракетный удар по Украине. Ракетный удар по Украине, который сегодня произошел, не стоит расценивать как месть за удар по военным аэропортам. Вопрос в другом. Не аэропортам, аэродромам, извините. Вопрос в другом. Вопрос в том, что это готовилась акция, и вопрос в том, что все меньше и меньше достигают своих целей эти удары. Этот массированный ракетный удар, который был произведен сегодня, насколько я там понимаю, более 70 ракет было использовано с российской стороны.
Свои цели поразили около десятка. Это очень, это говорит о очень хорошей работе ПВО в Украине. И результатами был крайне недоволен. Результатами этого ракетного удара был крайне недоволен президент Путин. Крайне недоволен. И в этот раз крайне недоволен был не человек, похожий на президента России Владимира Путина, который путешествовал на Мерседесе по Крымскому мосту, а именно сам Путин. Об этом мы тоже расскажем у нас в завтрашнем материале. Я надеюсь, что я вас немножко заинтриговал. С другой стороны, надеюсь, что вам интересно слушать ролики в таком формате. Если действительно интересно, поставьте лайк к этому видео. Мы будем стараться делать промежуточные ролики во временном диапазоне 10-12 минут. Будем стараться не выбиваться из этого графика. И для того, чтобы особо вам не надоедать, и чтобы максимальное количество информации вместить, извиняюсь, в короткий достаточно промежуток времени. На этом у меня на сегодня все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Еще раз повторяю, если поддерживаете такой формат, поставьте лайк к этому видео. И напомню, что у нас есть Patreon, в котором я отвечаю на вопросы. Предыдущие ответы на вопросы вышли также в пятницу, как и основной выпуск ответов. Я имею в виду, еще дополнительно вышел выпуск ответов для подписчиков Patreon. Там около полутора часов я отвечаю на вопросы. В Patreon я имею возможность ответить практически на все вопросы. Подписывайтесь. Я думаю, что будет всем интересно. Также напомню, что у нас есть криптовалютные кошельки. Все, на этом все. Еще раз повторяю, мы вас любим, это главное. Всего доброго, до свидания.